Амазонка. Первое впечатление в Path of Exile 2. Стоит ли за нее играть и есть ли у нее потенциал в эндгейме? Поделюсь с вами своим опытом игры за нее. Я успешно прошел за 2 дня 3 акта. Всех боссов убил самостоятельно и успешно прошел для взятия восхождения испытания Сихем. Для меня это был челлендж, и я хотел посмотреть, на что способна копейщица Амазонка в прохождении сюжетной линии игры. Многие игроки не оценили данного персонажа. Видимо, у них были завышенные ожидания, что они смогут быстро в плохой экипировке пройти сюжетную линию игры и выйти на полноценный фарм в эндгейме. Ведь во многих играх, когда вводят нового героя, он вначале всегда имба. Например, в Black Desert Online. Новые персонажи очень сильные. Игроки любят играть на дисбалансных героях, поэтому они охотно донатят в развитие нового персонажа. Разработчики данную модель используют для своего обогащения. Слава богу, что GGG таким не занимаются. У меня выработался иммунитет к сложностям в игре Path of Exile 2, так как в прошлой лиге я играл на воине. Вот на нем я прочувствовал всю боль и несправедливость во многих моментах. Поэтому мне есть чем сравнить. Хочу отметить сильные стороны копейщицы Амазонки. У нее хороший показатель выживаемости. Достигается он 2 основными элементами в тандеме – уклонение и шанс блокировки щитом. В будущем эти показатели можно развить до максимальных значений и получить эффективный способ выживаемости. На воине была броня и шанс блока щитом. Показатель брони, к сожалению, в прошлом сезоне себя не оправдал. Враги с легкостью ломали броню, и танковать входящий урон лицом было трудно. Вся надежда была на блокировку щитом. Я сделал значение в 75%, и тогда входящий урон часто блокировался. У Амазонки в защитной механике показатель уклонения будет эффективнее, чем показатель брони у воина. Даже если уклонение не сработает, то с большой вероятностью нас спасет шанс блока с щитом. Еще для выживаемости я использую своего питомца. Приручил крепкую гориллу, которая на себя отвлекает врагов. С ней удобно заходить в ограниченное пространство. Мой пет становится впереди меня и своим телом блокирует врагов, а я в этот момент безопасно расстреливаю их на расстоянии. Мой корешок мог танковать и отвлекать внимание на себя даже некоторых боссов. Вот вам еще один дополнительный элемент, который можно использовать для выживаемости. Мне понравилась механика парирования. От нее многие игроки отказались, но я ее использую, когда враги меня окружают. В зависимости от типа врагов, когда вас зажали, парирование можно растолкать и оглушить злобных тварей, тем самым освободить себе пространство для переката. На начальном этапе весьма полезный способ, чтобы выйти из бодиблока. Щит имба, помимо шанса блокировки и парирования, с помощью него легко разгонять резисты от стихий. Один предмет сразу закрывает много потребностей в выживаемости. На Амазонке удобно зачищать карту. У нее есть классный скилл под названием Копье Молнии. С помощью него проходить сюжетную линию становится комфортнее. На начальном этапе урона с этого скилла будет хватать для убийства простых мобов. С рарниками и боссами будет тяжелее. Одним скиллом, как хотели многие игроки, их убивать будет сложно и долго. Поэтому придется использовать другие скиллы. К нашему счастью, у Амазонки есть богатый арсенал возможностей. В Ютубе уже есть крутой гайд от моего любимого стримера по PoE 2 Складика. Он с своими зрителями сделал эффективный билд на Амазонке через стихию молнии. Его билд легко фармит Т-15 карты, и еще есть потенциал к росту для успешного прохождения всего контента в игре. Ссылочку на этот шедевр оставлю в описании под видео. Также новичкам рекомендую ознакомиться с моим видео, где я рассказываю про торговлю и гэмблинг. Ссылка на видео в описании. Мне нравится, что на Амазонке можно стрелять во врагов на далеком расстоянии. Когда у меня не хватало урона и ситуация позволяла держать дистанцию, оставаясь при этом в безопасности, я этим успешно пользовался. Копье у нее летит далеко за пределы видимости экрана.
Этим можно пользоваться и начинать заранее атаковать врагов на бегу. Таким способом зачистка карт в эндгейме будет очень быстрой. Я прошел всех боссов самостоятельно. Первым сложным боссом для меня был финальный босс второго акта. У него сильные резисты. Поэтому я перезапускал карту и качал уровень. Когда апнул дополнительно 2 уровня, то попробовал пройти его снова. Бил босса долго, минут 15 наверное, но все-таки успешно прошел. Второй сложный босс на моем пути был Чернозев Реликт. Крепкий босс, на него потратил много времени. Он опасен тем, что может шотнуть с одного удара на далеком расстоянии. На этом боссе, как оказалось, у меня было неэффективное распределение камней поддержки в скиллах. Но я на это тогда не обратил внимания, так как сформировал рабочий начальный билд и думал, что на нем пройду сюжетную линию игры. Самая моя главная ошибка. Банально, я поленился изучить все доступные камни поддержки и поэкспериментировать с ними для достижения оптимального результата. В итоге, в этот раз игра меня простила, и я прошел его с 15 раза. Хотя, это можно было сделать с меньшим количеством попыток. Но для этого нужно было быть максимально сосредоточенным на протяжении долгого времени. Босс-файт оказался затяжным. Мне стало неинтересно его проходить на протяжении 15 минут. Вообще, к концу третьего акта босс-файты по времени стали утомлять из-за нехватки урона. Своим мастерством я их сильнее, знаю все их атаки, вовремя уклоняюсь. Но делать это на протяжении 10-20 минут занятие, скажу вам, утомительное. Следующий неприятный босс – Царица Мерзости. Тут сложность заключалась в ограниченном пространстве. Трудно было держать дистанцию и расстреливать босса издалека. К тому же на земле были проклятия и скиллы, наносящие урон. На нее я потратил много попыток и в какой-то момент поменял часть скиллов в древе талантов. После этого с небольшим трудом я ее все-таки прошел. Тогда я уже всерьез задумался, что мой билд не совсем эффективен, так как стал испытывать сложности на боссах ближе к концу третьего акта. Видите, как важно грамотно распределять камни поддержки и развивать правильно ветку талантов. Часто проблема у игроков заключается в неправильном понимании персонажа. Из-за этого они делают поспешные выводы, что герой слабый и неиграбельный. Следующий босс, который проверил меня на прочность – Гадюка. Сложный босс для всех, я думаю. Его я прошел на 13-й попытке. На этом этапе у меня не хватало урона. Надо было мне в тот момент приобрести по возможности копье с приличным уроном, но я этого не сделал. Игра мне уже конкретно показывала на мои слабые места, которые необходимо было исправлять. Нужно иметь достаточно урона, чтобы успеть убить ее до момента, когда пространство сильно сократится. Иначе будет сложно уворачиваться от атак босса, а ее охранники в ограниченном пространстве загрызут вас копьями. И наконец, я дошел до финальной локации. Сама локация оказалась для меня средней по сложности, а вот финального босса убивал очень долго. Все так же была проблема с уроном, неправильным распределением камней поддержки и нодов в древе талантов. На нем у меня заканчивались банки здоровья и маны, поэтому мне приходилось для экономии банок сражаться с ним с высокой степенью осторожности. Итог данного видео таков. Персонаж вполне играбельный и интересный, с хорошим потенциалом для эндгейма. Стартовать на ней с нуля можно. Уровень сложности игры на ней на начальном этапе средний, а не высокий, как решили многие игроки. В начале игры на ней иногда вы будете испытывать сложности, так как у вас не будет мощного гира и камней поддержки в нужном количестве. Возможно, вам покажется странным и утомительным процесс убийства редких мобов или боссов одной автоатакой. Придется ковырять их с копья. Признаюсь честно, у меня иногда возникало такое ощущение. Тут нужно перетерпеть. Персонаж со временем раскроет свои сильные стороны, где вы сможете использовать другие комбинации скиллов. В первую очередь ей нужно разгонять физический урон, поэтому ищите предметы на эти характеристики.
Тогда вы сможете быстрее пройти сюжетную линию игры. Благодарю за просмотр, оставляйте ваши комментарии под видео. Таков путь, еще увидимся. For the king! Fire mode! Ducking cover! Here comes the food!